Доброе утро или доброй ночи, зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы рассмотрим урок, как правильно иголки для набора рамовой сети. Мы уже рассматривали с вами момент по сетеполотну. Что такое сетеполотно, из чего оно состоит. Но повторюсь еще один раз. Сетеполотно состоит из ромбов. Ромбы. То есть вот ромбик. Да, ромб. И к нему крепится, называется этот ромб, ячея. К этой ячее, допустим, по ширине прикрепляется, банально сказать, еще ячеи. Вот в этом месте в уголке слева или справа крепится еще одна ячея. К ней прикрепляется вот здесь на узелке еще одна ячея. К ней крепится еще одна ячея. И также в другую сторону крепится еще ячея. Крепится еще ячея. И также, если рассмотреть это по длине сетеполотна, рассмотреть вверх или вниз по ширине или высоте сетеполотна. Вот ромбик. В вершине крепится еще ячея, пошла вверх. К ней крепится еще ячея, пошла вверх. И также вниз крепится ячея, пошла вниз. И крепится еще ячея, пошла вниз. Это необходимо понимать, то есть по полотну. Когда мы будем подготавливать с вами рамовую рыболовную сеть, нить или иглички для рамы. И чтобы вот это понимание было у вас, да, мы делаем как бы урок, наглядный, визуальный. То есть в бок, допустим, в край сетеполотна, да, мы вставляем одну игличку, берем одну игличку и ее начинаем вставлять. Вставлять начинаем, допустим, вот, к примеру, просто это как урок. Сюда нам необходимо в этот по ширине вставить в ячеи ровно игличку, прогнать туда нить. То есть подцепляем, вот, грубо говоря, с края здесь 2 ячеи, подцепляем еще 2 ячеи, подцепляем вот узелок, 2 ячеи, подцепляем еще 2 ячеи, подцепляем еще 2 ячеи. Вот они как бы идут подряд, то, что я вам рассказывал. Узелок, подцепляем 2 ячеи. Опять идет узелок, подцепляем 2 ячеи. Главное здесь не ошибиться и не уйти в другой ряд ячей. Подцепляем еще 2 ячеи. Подцепили. Да? Это как бы делается непосредственно по всему сетеполотну. Я просто не буду загонять игличку во все сетеполотно. Продевается по всему сетеполотну. То есть готовить мы будем, допустим, рамовую сеть там 50 метров или 75 метров. Прогоняется вдоль равномерно по всем ячеям. По горизонтали. Прогнали во все эти ячеи. Она ровно как бы лежит в каждой ячее. Никуда в сторону ни вверх, ни вниз не ушла. Потом также необходимо будет момент понимания, да, как продевать нить, игличку. Берем вторую вот игличку, да. Как продевать нить по ячеям сверху вниз или снизу вверх. То есть кому как удобнее, снизу вверх или сверху вниз. То же самое, то, что мы с вами изучали в предыдущем уроке. Есть ромбик, и к нему идет крепление, допустим, вверх, в вершине узелка идет ромбик вверх, в вершине узелка идет следующий ромбик вверх. Также к низу от узелка идет вниз ромбик. Еще от узелка идет вниз ромбик. То есть равномерно необходимо продеть игличку нам с вами по вертикали. Там снизу вверх или сверху вниз. Продеваем
поддеваем под узелок, один там, да, продеваем опять 2 ячеи, берем узелок, продеваем 2 ячеи, узелок и вытаскиваем, скажем, игличку, и у нас с вами получается, то есть уже продето по ячеям, уже по вертикали нить, она идет уже по вертикали, равномерно идет. Вот получается такое пересечение, да, пересечение нитки, пересечение вот в сетеполотне. Этот момент, этот урок необходим при изготовлении рамных рыболовных сетей. Спасибо за внимание, спасибо за понимание, то, что вы поняли урок.